А ты, деточка, здесь не хами мне. Это квартира моего сына, заявила свекровь. Серьезно? Ну тогда у меня для вас плохие новости. Я даже и не знаю, с кого в этой ситуации больше в шоке. От свекрови, которая пришла в чужую семью и с порога начала качать права, или от мужа, который напел маме, что это он купил квартиру, в которой мы с ним живем. А квартира моя, покупалась мной и моими родителями еще до брака. Но маме он сказал другое. С Глебом мы познакомились 3 года назад. Сначала общались как друзья, но постепенно перешли на другую ступень отношений, а затем и поженились. Глебу 31 год. Сам он приехал из деревни в Тульской области. Сначала в столице учился, а потом и решил остаться здесь. До того, как мы с ним съехались, он снимал квартиру с каким-то своим приятелем, с которым вместе работали. Звезд с неба в карьере он не хватал. Не топ-менеджер «Газпрома», но работал, получал среднюю зарплату. И, в общем-то, нормально жил. Я к тому моменту тоже уже вовсю трудилась, но квартира у меня была своя. Брали на ее покупку ипотеку. Половину оплатили родители, вторую половину я закрывала самостоятельно. Брали сразу двушку. Далеко не в центре, но все равно вариант неплохой. Еще и рядом с метро. Когда мы с Глебом стали встречаться, я как раз выплачивала остатки ипотеки. Так что в статус мужней жены я вошла с неплохим приданым в виде отдельной двушки в Москве. До того, как мы съехали с Глебом, квартира сдавалась, чтобы было проще гасить ипотеку, а я жила у родителей. Поэтому после свадьбы встал вопрос о том, что неплохо бы сделать ремонт, чем мы потихоньку и стали заниматься. Свадьбы как таковой у нас не было, мы просто расписались и все. Денег на гульбище не было, да и не хотелось устраивать этот цирк с платьями, гостями и банкетами. Поэтому с роднёй мужа я знакома не была, только с мамой, и то по телефону. Сначала она показалась мне приятной женщиной, пока я не встретилась с ней лично. А случилось это внезапно. Муж в один прекрасный день просто объявил, что в гости приедет его мама. Она уже взяла билеты и днем будет у нас. Меня такое решение не устроило, потому что к первой встрече со свекровью хотелось как-то получше подготовиться. Порядок дома навести, приготовить что-то вкусненькое, встретить как полагается. Но муж от моего возмущения только поморщился. Сказал, что мама простая женщина, изысков ей не надо, а еды в холодильнике хватает. Встретит он ее сам, а вечером мы с ней познакомимся. Познакомились мы очень своеобразно. Когда я, отпросившись с работы пораньше, прискакала домой, мужа там не было. Была только его мать. Она по-хозяйски разложила вещи, и застала я ее за инспектированием содержимого кухонных шкафчиков. Мне скрывать, конечно, нечего, но все равно было неприятно. Раздувать с порога скандал я не стала. Поздоровалась, поставила тортик, предложила попить чаю. Свекровь смотрела на меня тяжелым взглядом, а потом стала отчитывать, что хозяйка из меня ужасная. Дома бардак, все стоит не на своих местах, ну и все в таком духе. Долго терпеть такое поведение я не стала. И говорю, что в своем доме я распоряжаюсь сама, и что и где должно стоять. А если бы ее сын заранее предупредил меня о визите его мамы, то бардака бы не было. К тому же у нас тут ремонт идет, а гости стоило бы вести себя поскромнее. Возможно, я была не слишком вежлива, но и мама мужа начала личное знакомство с наездов, а такое никому не понравится. «Ах ты, деточка, здесь не хами мне. Это моего сына квартира. То, что он на тебе женился, тебя хозяйкой еще не делает», заявила мне свекровь. Я секунд 20 переваривала услышанное, а потом уточнила: «Чья квартира?» Свекровь подтвердила, что я не ослышалась. Это квартира Глеба. Он ей сам хвастался несколько месяцев назад, что купил квартиру. Теперь будет куда молодую жену привезти. Поэтому мне стоит закрыть рот и внимательно слушать, что мне скажет свекровь.
Ведь она жизнь прожила и умеет хозяйство держать, в отличие от меня. Я с непередаваемым удовольствием показала маме Глеба документы на квартиру, где черным по белому было написано, кто является собственником жилья. Она сначала не поняла. Подумала, что Глеб с какой-то радости квартиру на меня оформил. Пришлось объяснять, что никакого отношения к этой квартире ее сын не имеет. А тут и сам виновник торжества подоспел. Я не стала слушать их разборки, решив переночевать у родителей. Общения с мамой и мужем мне хватило. На следующий день я вернулась в пустую квартиру. Ни свекрови, ни ее вещей. А потом вернулся и разобиженный Глеб. Заявил, что я могла бы не подставлять его, не размахивать документами перед его мамой. Обиделся еще. Я была в шоке. Он маме лапшу на уши вешал, что весь из себя крутой пацан, который взял и купил квартиру, а когда я, поставленная в неудобное положение, рассказала правду, из крутого пацана превратился в обиженного мальчика. Думаю, что со свадьбой я поторопилась. Он вроде бы сам старается помириться, но зачем мне в мужьях такой фантазер?